Всем привет! В сегодняшнем видео без лишних слов эстетический педикюр на возрастных ножках. Процедура идеального педикюра начинается с ванночки для ног. Температура воды должна составлять порядка 37-40 градусов. В ванночку можно добавить жидкое мыло, морскую соль и пару капель эфирного масла или специальные средства. Я буду использовать спа-порошок для педикюра. Ссылку скину в описании под видео. Оставляем ножки на 15 минут. Во время процедуры периодически трогайте воду, чтобы она не была холодной. После ванночки можно приступать к обработке. Остатки воды промакиваем сухим полотенцем. Вначале смотрим на длину ногтей. При необходимости слишком длинные ногти нужно подстричь до прямой линии. Здесь слегка уберу длину на мизинце. Пилочкой скорректируем свободный край, выровняем торец ногтя и слегка можно закруглить уголки. Только кончик уголков, чтобы избежать в последующем такой проблемы, как вросший ноготь. Далее снимаем старое покрытие, если оно присутствует. Здесь на ногтях остатки обычного лака для ногтей. Его я удалю с помощью бафика. Также зашлифую бафиком ногтевую пластину, убрав глянец. Педикюрным шпателем или кюреткой вычищаю всю грязь из-под ногтей. Также проверяем, нет ли вросшего ногтя. Здесь все чисто. Выполняя эту процедуру, будьте очень аккуратны, чтобы шпатель не соскочил и не впился вглубь кожи клиента. Теперь пушером стороной лопатка отодвинем кутикулу. В некоторых местах кутикула массивная и сильно налипшая на ноготь. Одним движением ее не отодвинуть, поэтому отодвигаем и приподнимаем ее постепенно. Теперь стороной топорик вычищаем все ненужное из-под кутикулы. Ноготь на мизинце от неудобной тесной обуви сдавлен и один кусочек отломан. Его нужно будет аккуратно отрезать и зачистить ногтевую пластину. Переходим к срезу кутикулы. На ногах стремиться обрезать как можно больше кожи не стоит, так как во время педикюра любая травма может послужить полем для инфекций и последующих неприятностей. Ведь ноги часто находятся в обуви, потеют, туда может попадать пыль. И со срезом кожи на ногах следует быть крайне осторожным. Также на ногах близко расположенные сосуды встречаются намного чаще, поэтому не стоит кутикулу на ногах убирать начисто. Убираем основную часть кутикулы, доходим до мизинца. Сдавленный ноготь, который откололся, аккуратно срезаю щипчиками. Также срезаю все торчащие кусочки. Алмазной фрезой почка зачищаю срез кутикулы, очищаю ногтевую пластину от птеригия и зашлифовываю боковые валики, убирая сухую кожу. После ногтевую пластину обрабатываю кислотным праймером. Переходим к покрытию базой. Втирающими движениями тонким слоем покрываем ногтевую пластину. Дабы база не затекала на кожу, в труднодоступных местах, это вдоль кутикулы и вдоль боковых валиков, базой промазываю тонкой кисточкой. Отправляю сушиться в лампу. Теперь ногтевую пластину покрываю цветным гель-лаком. Я возьму нежно-сиреневый цвет гель-лака фирмы P&B. Также вдоль кожи пройдусь гель-лаком тонкой кистью. Ногти сушим в лампе. Покрываю вторым слоем гель-лака. Здесь под кутикулу плотно заходить уже не стоит, ведь перед этим мы все прокрасили. И на непросушенный гель-лак посыпаю серебряный блеск. Подсушиваю цвет с блеском в лампе.
и сверху ногти перекрываю матовым топом. Высушив топ в лампе, наношу масло на кутикулу, на околоногтевую кожу. Насадкой для шлифовки втираю масло в кожу, тем самым полирую ее и удаляю мелкие заусенцы. Теперь смотрим на результат. Ножки преобразились. Возможно, кто-то скажет, что кутикулу на большом пальце нужно было срезать больше, но повторюсь, любая ранка на ногах – это отличное поле для инфекции и последующих неприятностей, с которыми в домашних условиях бороться крайне сложно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки, пишите комментарии. Дальше больше. Пока-пока.